Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартьюа. Сегодня я хочу поиграть на суммонерах. Давно мне просили об этой сборочке. То есть показать, как работают суммонеры в этом патче. Поэтому я не имею права отказать и буду пробовать. Буду это делать. Поэтому как-то так, наслаждайтесь. И первый момент, вдруг кто сейчас не в курсе, кто только первый раз заходит на мой канал, смотрит этот ролик, то у меня есть проблемы с моим мейновым аккаунтом, поэтому я снимаю сейчас на втором аккаунте, поэтому у меня здесь low rank, поэтому как-то так. Ну, допустим, короче, если кто-то не смотрел мой предыдущий ролик, обязательно посмотрите. Там я полностью описываю свою проблему, что к чему, как почем, то есть, ну, что произошло и почему именно, ну, как-то так. Вот. У меня есть проблема сейчас. Я не могу авторизоваться с мейн аккаунта через Google сервис. Почему? Чтоб я так знал. К сожалению, я не знаю, почему я не могу авторизоваться через Google сервис. Мне просто надо обновлять страничку и все. Но, как я понял, мне написали вот в чате Телеграма. Если что, у нас, да, есть Телеграм. Ссылочка будет закреплена, если что, в комментариях. Поэтому присоединяйтесь к нам. Там у нас чат комьюнити. Все общаемся. Ну, все дружелюбные. В принципе, все окей. Токсиков пока что я еще не нашел. Ну, в принципе, поорать, поржать можно с чего. Вот. Там мне прислали, что, похоже, эта проблема не только у одного меня, поэтому есть все шансы на то, что эта проблема именно у нашего многоуважаемого ТЧС. Как-то так. Ну, буду надеяться, что так оно и есть. Но есть у меня некие сомнения. Ну, в принципе, ладно, сомнения то сомнениями. Короче, сейчас у нас игра, сейчас у нас, в принципе, то, что я хочу реализовать, это суммонеры. Я не буду играть через Киру, я вот целенаправленно хочу показать вам, как играется сейчас именно на суммонах. То есть я буду играть только на суммонах, через фуру, через лом-друида, ну и в принципе через богов, так как здесь есть еще один бог, бог этот, как его там, как он там называется? Бог-друид, вот, вспомнил. С головы вылетело на секунду. Не знал, да и забыл, да? Вот. Есть здесь бог-друид, поэтому, в принципе, почему бы и нет. Запись идет, все отлично, а то иногда перебирают. Почему я снимаю на улранге, я, допустим, не жду, когда мне разбанят мой мейновый аккаунт? Ребят, все просто, у меня как бы нет времени. У меня выключают часто свет, поэтому у меня есть ровно 4 часа для того, чтобы снять для вас контент, и вот как раз есть возможность поэкспериментировать, вспомнить, что такое, когда не играют люди на одной лишь мете. Вот реально вспомнить на то, как люди играют только не на мете. То есть играть на всем, но не на мете. Да, к сожалению, скажу сразу, я не ощущаю той напряженности, знаете, того азарта. Я чисто играю как, ну, слишком легко, слишком распущенно. И вот знаете, вот этот вот период времени, пока я не могу установить свой мейновый аккаунт, мне бы главное свой скилл не забыть. Вот это вот, наверное, самое главное. Потому что если я забуду свой скилл, это будет прям печально и все. Ну, как бы, ничего тут не добавишь, ничего тут не сделаешь. Кстати, панда пришла, можно было бы еще и панду пообузить. И хочу ли я этого, не знаю. Но я пока что поставлю пиво вот так. Баночку. Вот это вот баночку пива. Вот. И, в принципе, все. В принципе, все. Кстати, здесь есть цветка. А значит, это что? А значит, это что-то можно, в принципе, попробовать цвет забузить. В принципе, я бы показал цвет цвет инсектоидов, я бы вам показал. В принципе, это как бы реализуемо здесь, абсолютно. Цветка здесь есть, реально можно попробовать. Короче, посмотрим. Будет приходить, я покажу. Не будет приходить, ну уж, сори. Как есть, грубо говоря. Вот, ребята, еще. Я хочу обратиться к вам, потому что осталось всего лишь 50 человек. Вот реально ровно почти 50 человек осталось. Подпишитесь на мой канал, кто сейчас не подписан. Достигнем 1000 подписчиков наконец-то. Я очень давно хочу достичь 1000 подписчиков, поэтому мне нужна ваша помощь в этом плане. Поэтому кому не безразличен мой контент, поддержите меня, ставьте свой лайк, комментарий для того, чтобы ролик появился в трендах и в рекомендациях. Это первый момент. А кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы у меня стало 1000 подписчиков наконец-то. Осталось реально 50 человек, ребят. Без вас я как бы не смогу этого достичь, я думаю, все это прекрасно понимают. Вот. Мне прошли 2 двойки, тут есть цветы. И, в принципе, я бы реально мог сыграть сейчас на цветах, через инсектоидов, и было бы, в принципе, неплохо. Реально было бы, в принципе, неплохо, почему бы нет. Я, наоборот, обоими руками за, потому что на таком ранге можно экспериментировать. Мало кто будет играть на мете, я более чем уверен. Хотя здесь есть драконы. Я все-таки думаю, на ранге пешка
люди, ну, хоть как-то думают перед тем, что что-то собрать. Ну, надеюсь, так оно и есть. Мне бы хотелось в это верить, знаете, вот. Надежда умирает последней. Так, ну, пока неплохо приходит. Жалко, конечно, мехи еще не пришли. Было бы очень идеально, если пришли уже мехи. Я бы халявные роллы получал. Мог бы апать своих персонажей. Было бы вообще просто круто. А еще, ребят, я вот уже спрашивал, но все же, может кто-то знает, как решить эту проблему. Вот по поводу авторизации через Google сервис или, ну, никак. Если никак, то будем ждать ответ официального авточес, либо же как они решат эту проблему. Я, в принципе, уже техподдержку на все оборвал, просто закидал полностью скринами, видосами, чем угодно закидал, лишь бы они мне разбанили аккаунт. Ну, не разбанили, а не знаю, как это. Я просто не знаю, как это даже назвать. Мне просто заблокировали аккаунт. Ну, я даже не знаю, просто авторизоваться не могу. Вот, не могу авторизоваться в свой аккаунт. Я им оборвал всю техническую поддержку. И, в принципе, все. Ждем. Молимся, чтобы было все четко. Ну, как оно там будет, не знаю, кому это известно, но явно не нам. Подождем, посмотрим. Как-то так. В принципе... Ладно, все, отринулись от этого всего, но если у кого-то тоже есть эта проблема, напишите в комментариях, хотя бы вот знаю, что я не один такой вот везучий человек. Мне, кстати, и гида в двойку пришла, это ж вообще песня. Тут никто не собирает? Не, никто не собирается. Отлично, я, в принципе, могу это скип. Жалко, я очень бы сильно хотел скипнуть. Ну ладно, хотя на самом деле можно и чу было бы скипнуть и поставить... Хотя 2 секунды стана. Лишним это явно не будет. Ну ладно, реально лишним это не будет, поэтому пока что так я оставлю. В принципе, 2 секунды стана со старта это, ну, довольно-таки много на самом-то деле. А что тут много? А, мне прилетело от гоблина, наверное, плюшка или что? Непонятно. 20 монет у меня на 8 раунде. Есть винстрик. Неплохо, конечно. Если у меня не получится на цветок сыграть, то, скорее всего, я буду играть на зверях просто через суммоны. Хотя, на самом деле, здесь есть цветка, и можно реально попробовать реализовать эту цветку в двоечку хотя бы, окей. Хотя даже в единичку. Ну, просто показать вам, как работают инсектоиды. Но что-то у меня есть такое сомнение, причем такое огромное, что, ну, судя по тому, как оно все идет, мне оно не придет. Вот не получится, знаете, вот такое есть предчувствие. Мне, в принципе, идут звери, и гида там идет, вот, ну, двоечки у меня есть. Их достаточно. Вот как-то со всем остальным грустно. Кстати, если что, я купил сейчас Лину, потому что я в любом случае остаюсь в 21 монету. Даже если бы я весь все это продал, то у меня все равно было бы... Сколько? 3, 5, 26 монет у меня было бы. Поэтому, в принципе, я ничего не потерял. Так, давай еще разочек крутани, пожалуйста. Еще разочек. Чпуньк. Отлично. Боже, вот такое мне нравится. Вот такое мне реально нравится. На самом деле, реально хочется суммоны показать вам. Вот к гадалке не ходи, но хочется реально суммоны показать. Как выглядят суммоны в этом патчике. Ну, насколько они сильные, насколько они слабые. Вот что-то такое хочется показать. Не хочется, вот, знаете, на одном и том же играть. Но, судя по всему, мне не получится цвет вам показать, это точно. Скорее всего, мне получится показать вам суммоны просто через зверей. Я впервые буду играть, наверное, вот если сейчас получится, то я, наверное, впервые буду играть на суммонах. Я в этом патче через зверей играл только через Киру. Я не играл через суммоны, потому что я считаю, что суммоны, они стали, ну, максимально слабые. Вот, не знаю, как вам, но как по мне, они реально стали максимально слабые. Вот максимально слабые. Ну, как-то так. Не знаю, ну, не верю я как-то в суммонов, я больше верю в то, что есть вот звери, Кира, рыжий лис, который просто порвет все и вся. Не важно, что у тебя там на столе будет, просто будет разрывать тебе лицо. Вот, и все. И больше ты ничего не попишешь. Молот грома, посох забвения, кольцо магии. Но мне на самом деле надо просто... Отвали, подсказка отвали. Я и так все прекрасно знаю. Ладно, я попробую скипнуть, может мне барабаны какие. Вот за что мне вот это вот чудо.
Вот за что? Вот реально, за что мне это чудо? Боже, еще одно. 40 маны. Не, ну можно было бы 40 маны взять и дать какому-то из них чувачку. Ай, да ладно. Да ладно, пусть будет. В принципе, почему нет? Не отказываюсь. Расстановку как-то так сделаю, может что-то получится. У меня куча двоек, но у меня... О, лондруид у чувака. Понял. У меня уже, если что, 5-й уровень, все дела, у меня все равно лондруида нет, а у чувака 6-й есть лондруид. Понимаю. Ну ладно. Ну и... О, мехи. Я выйду тогда из инкама, я хочу мехов поставить. Баф мехов очень сильный был бы. Я бы на самом деле даже разора бы сейчас прикупил бы. Но у меня просто есть двойка, чувак. Не, ну я разора куплю на всякий случай. А где мои фуры? Где мои вообще друиды? Кто мои друидеры всех скупил? Можно узнать? Кстати, ребят, так как у меня сейчас новый аккаунт, я могу экспериментировать, в принципе, почти на любой синергии. Пишите в комментариях, какую бы синергию вы хотели увидеть в эксперименте, либо в моем исполнении. На лоу-рангах, я думаю, я могу спокойно реализовать, наверное, все, что я хочу. Вот знаете, вот просто гадалки не ходи, я могу абсолютно все реализовать. Поэтому пишем в комментарии сейчас, какую синергию хотели бы увидеть и что бы такое необычное. Инсектоиды, я как вижу, мне не идут, поэтому, скорее всего, инсектоидов я не буду показывать сейчас. Если бы они шли, то я бы с удовольствием их показал бы вообще без проблем. Но, как-то знаю, ну вот вы сами видите, как оно идет. Если бы оно шло, то было, оно бы шло, понимаете? Ну, оно не идет. Мне идет все, но не то, что мне надо. Вот реально так оно и есть. А идти против, знаете, как бы рандома... Но если честно, если идти против рандома, то это очень гиблое дело. О, спасибо. 2 улучшения целых со старта пришло. На самом деле можно было бы боги полуорки реализовать, что-то такое, но давайте так. Я хочу попробовать реализовать и показать вам, как оно будет. Это суммоны. Вот я уже заранее сказал, что это суммоны, значит это будут суммоны. Поэтому что? Правильно, я делаю суммонов. Максимально суммонов. Вот то, что, конечно, мне вот этот вот клятва гнома пришла, вот реально, я бы лучше что-то другое бы выбрал, но явно не клятву гнома. Это полный бред. Так, ну цветка мне даже не пришла. Вот сейчас 13-й раунд, я его взял, наверное, с какого-то там раунда. Я уже не помню даже с какого, поэтому напишите сейчас в комментах, с какого раунда я взял эту цветку. Она просто не приходила. А смысл мне через силу пытаться это сделать? Моя рекомендация ко всем абсолютно, это смотрите то, что вам идет. Есть момент, когда вам реально идет против меты все. То есть, да, вот вы играете, а там чувак играет на мете. Ну и у вас, ну, не знаю, как, вот он играет, допустим, на шаманах. Вот просто пример, да. Он играет на шаманах, а вам все это время идет нежить. В этом случае я бы сказал, наверное, что лучше все-таки попытаться через силу как-то, ну, перебороть эту нежить. Просто собрать что-то другое. Потому что я уверен, что авточест заранее просчитывает, что будет у тебя в матче, что будет конкретно идти. Вот, не знаю, это моя догадка лично. Поэтому я более чем уверен, что они подсчитано уже заранее, что будет идти. Поэтому присматривайтесь, что идет еще. Я более чем уверен, что вы увидите еще одну сборку. Ну, это как бы мой совет. Вот реально мой совет. А еще, ребят, за телеграм-канал не забудьте. Нас там 152 человека уже, ребят. 152, вдумайтесь. И 50 человек не хватает до 1000 подписчиков. Это же прям вообще, ну... Это копейки. Я реально, на самом деле, очень рад тому, что у меня получается вот собрать комьюнити свое. Плюс не хватает чуть-чуть до 1000. Вот прям чуть-чуть. Это кайф. Не знаю, я бы вам свои эмоции передал бы, но вряд ли получится. Короче, для того, чтобы играть не через суммона, мне нужен вот этот вот чувак, охотник на выдра. Почему он мне нужен? Объясняю. Когда он накидывает свои вот эти вот, что это, летящий дротик тень. Вот, когда он накидывает свой дротик, то когда суммоны начинают бить его, там повышенный урон на 75%. И, соответственно, в радиусе агро урона, то есть вот в радиусе атаки, допустим, в одной клетке, они целенаправленно идут бить эту цель. Вот просто все минуя, бьют эту цель по повышенному урону. На самом деле,
как по мне, суммоны в этом патче, они намного слабее, чем в предыдущем патче, потому что тут есть лимитированный урон. Если бы этого лимитированного урона не было, было бы все четко, но, к сожалению, есть лимитированный урон. Ого, 3 чувака откисло от мобов. Чисто 4. А что это такое? 6 человек откисло от мобов, что? Ребята, походу, моих роликов пересмотрели, и они такие, откиснуть от мобов? Да. Выиграть? Откиснуть от мобов? Да. Выиграть мобов? Не. Зачем? Проигрывать мобам веселее. Блин, на самом... Тихо, 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 тихо. Вот так, вот так, вот так. Во. Мне 2 эгиды пришло, но эгиду скипать это грех. Если эгида ранее в тройку приходит, ее обязательно нужно брать. Я бы на самом деле даже, знаете, сейчас полубогов, ну, боги-полуорки бы сделал, это вообще была бы песня. У меня 16 раунд, у меня огромнейший винстрик. Я просто кайфую. У меня... О, а что так сильно? Можно не настолько мощно? Я сделаю так. А почему нет? Знаете, я не знаю, с чем это связано, но похоже на лоу-ранге довольно-таки неплохо везет. И реально не знаю, с чем это связано, но мне так не везло ни разу. Мне очень хорошо приходит. Фу-фу-фу, сейчас всю свою удачу проплюю. Но это жестко. Реально это жестко. У меня такого не было. А тут... Сборки, конечно, они странные делают. Ну, что ж. Сейчас, знаете, самое смешное будет то, что мне придут цветки. Вот это вот будет самое смешное. 12 винстрик. Но, как я говорил уже ранее, очень сильно отличается. Игра просто невообразимо отличается. Я не могу словами передать это, когда ты с хай ранга на лоу ранг переходишь. И, ну... Короче, что я пытаюсь объясниться, ребят? Напишите в комменты, у кого такое было, кто играл с хайрана на лоу ранг, и вот просто в разнос все происходило. Тут на самом деле я даже не вижу никакой опасности для меня. Но кто может быть не опасен? Чуваки непонятно что собирают. Ну, ладно, я уже говорил в предыдущем ролике о том, что на новом аккаунте какой-то бред происходит. Огромный винстрик, хорошие фигуры идут, постоянно то, что надо. Вот, даже, знаете, немножечко расстановки у них чем-то похожи. Они даже керят кого-то другого на лоу-ранге, я что-то не понимаю этого. Мне что-то, знаете, подсказывает, что это не игроки реальные, это, скорее всего, боты. Вот что, знаете, у меня такое вот предчувствие есть, что это реально играют боты какие-то. Я, конечно, посмотрю после катки вот несколько чуваков, но, по-моему, играют какие-то боты. Вот он керит Луну, у него есть ТБ в двойку. Тут вообще почти под копирку челы играют. Либо же они настолько играть не умеют, либо же это реально играют боты. Но чувак вот хотя бы рыцарей собирает. Тут я понимаю, почему он их собирает. Он сейчас рыцарей троллей соберет, мне лицо разорвет и все. Поедем next. Поедем next. Так, на самом деле, Трента бы я продал бы, я бы купил лучше волшебника, потому что под богами. Да, я волшебника лучше куплю. Я никуда особо не спешу, поэтому, в принципе, нормально. У меня еще 4 ролла есть. Вообще вся песня. Фуры, конечно, нету. У них реально даже расстановка одна и та же. По-моему, это реально боты играют. Хотя, подождите, тут иллюзии. Нет, тут чувак играет. Это явно не бот. Это 9 эльфов через волшебников. Значит, это просто синергия слабовата у него. Значит, это не боты все-таки. Значит, это реальные игроки. Либо же парочка реальных игроков. Но у меня есть сомнения все-таки. Вот, знаете, вот... Знаете, ну вот есть где-то в глубине души какая-то... Ладно, не буду говорить.
Ладно, халявный ролл это халявный ролл, конечно, но я хочу уже 6 зверей поставить. Поэтому 6 зверей студия. Даже 5 воинов почти собрал. Обалдеть. Даже почти 5 воинов собрал. Так, а кто мне не нужен из челов? На самом деле, я даже не знаю, кто мне не нужен здесь. Гиду я... Так, ну, мне так не везло. Вот, серьезно. Что это за бред? Что это за бред? Так, ну ты, чел, мне точно не нужен будет. Штусик мне не нужен будет. Я его в любом случае продам. А змейка мне тоже, на самом деле. Она мне нужна, кстати, змейка. Поэтому, скорее всего, я тусика продаю. Этого продаю. И вот так вот делаю. Я уже, наверное, говорил ранее, почему я так думаю, что лучше будет так. И почему именно тусик мне нужен, я, по-моему, говорил это все. Так, так, так. И вот так. Тусик мне не нужен, мне нужен вот этот охотник на выдр. Обязательно. Без него как бы каши не сварим. Лундруид в двойку. Боже, чтоб мне так всегда везло. Вот серьезно, чтоб мне так всегда везло. Мне нужен фура еще в троечку. И мне нужны шмотки уже на суммон. Что я могу здесь поменять? Что могу? Вот что могу я поменять? На самом деле так. Что у нас тут? Рефрешер. Отлично. Сюда берем. Дайте 2. В лондруида закидываю. Нужен некромикон еще. С некромиконом будет вообще песня. Я ж немножечко, знаете, на месте забуксовал, когда говорил некромикон. Богов еще поставить, чтобы суммоны были намного быстрее. Будет вообще песня. А, чтобы просто эти боги приходили. Все, по-моему, я удачу свою, как бы, ну того. По-моему, моя удача закончится. Не приходит больше мне ничего. На самом деле, наверное, лучше я бы 10 взял бы. Если что, кстати, вот этот вот зверь, он когда подкидывает какого-то персонажа и начинает бить его об пол, то этого персонажа вы бить не сможете своими юнитами. Это немножечко, знаете, как-то, ну, по-тупому выглядит, что ли. Вот реально по-тупому, когда он поднимает какого-то персонажа, начинает его контролить, во-первых, начинает всех улучшать в округе, но тот персонаж, которого он бьет об пол, ну, вы ничего не сделаете. Он будет под контролем, но бить вы его не сможете, если у вас физ-керри. Магами, я еще думаю, сможете. То есть магическими скиллами, все дела вы еще сможете. А во всем остальном нет. Зачем так сделали? Чтоб я знал. Я, допустим, не знаю, зачем так сделали. Если кто знает, напишите в комменты. По мне это кринжово смотрится. Тройку Егида пришла, боже ты мой. Все, царство им небесное. Земля пуховиком. Реально, царство небесное, земля пуховик. Короче, вы поняли. Еще раз. Царство им небесное и земля пуховику. Все, выговорил. С какого раза, конечно. Так, собаку я продал. Ну, в принципе, 2 бога-то я сделаю. Но я бы на самом деле такой бы, чтобы Мегиду скипнуть. Хотя она и в тройку, но я бы ее скипнул. Угу. Раньше играли все через Фуриона, когда он на суммона был, потому что он мог очень много насуммонить. Сейчас же неизвестно, как будет. Мне на самом деле самому интересно, как оно будет играть на суммонах. Я давным-давно не играл на суммонах. Вот как только патч вышел с другими зверьми, я вообще не играл на суммонах. Один чувак уже уничтожен. Так, фура в троечку, отлично. Я бы на самом деле фуру бы сейчас закинул бы рефрешер, потому что он будет накидывать 4 пенька. Я думаю, они намного сильнее будут, чем медведь. Хотя, кто его там знает? Что, как сильнее будет.
О, Дискорд. Вот это вот сейчас шмотка будет. Вот это вот сейчас шмотка. Сейчас с одного Дискорда я просто буду толпу народа выкашивать. А знаете, что я еще понял? Что можно было бы поставить 4 полуорока, 6 зверей. А на суммонов будет работать, интересно, вот эта вот тема передвижения и станов? Если кто-то пробовал такую тему, то напишите в комментариях, работает ли. Но я думаю, что не работает. Это было бы слишком сильно. Слишком. Просто минус 24. Чтобы мне так всегда везло, вот честное слово. Вот. Жил он друид в двоечку, точнее в тройку. И хп у них осталось мало. Это какая-то турбокатка, отвечаю. Есть только один чувак, вот этот вот на эльфа. Он вроде бы что-то немножко шарит, но из-за того, что у него нет ни денег, ничего, ни шмоток, ничего, я его же сейчас просто порву. Он зря со мной связался, отвечаю. Сейчас я выйду на стрелу. Так, сюда. Не, сюда. Вот так. И вот так. Сейчас такие две мишутки появляются, и просто будем расколбас полнейший устраивать. Вот, если сейчас получится, то я покажу, как вот этот горный вождь, он берет под контроль одну фигуру и все, и ничего не сделать больше. Блин, ну хотелось бы на самом деле вам показать боги. Вот боги плюс куча суммонов. Ну просто я более чем уверен, что сейчас будут уже последние раунды. Вот просто видите, берут под контроль, и они его не бьют. Они едут дальше. Жалко, барабаны не упали, было бы четко. Было бы четко. Отхил. Я, кстати, в этом плане беру лучше отхил. Благодаря России она намного сильнее будет именно в такой комбинации. Вот намного сильнее. Так, обезоруж. На самом деле я бы... Ну, я просто хочу найти, попробовать. Я не смогу найти. Я уже вижу заранее, что я просто не смогу сейчас пока что найти. Зато импресску нашел. Тут как тут. Дорогая моя. Когда ты нужна, тебя почему-то нет. Сдох, когда ты вообще не нужна, ты тут как тут. Рыжего лиса я скипнул, мне не нужен. Сейчас, скорее всего, будет один раунд и откисают. Ну, мне так кажется. Но я более чем уверен, что она так и будет, как я только что сказал. На самом деле, когда вы играете через суммона, то ваш билд нужна ЦМ-ка. ЦМ-ка, манта, это волшебное зеркало. В любом случае она вам нужна, потому что вам просто маны будет не хватать. Вот, не будет хватать вам. На лон друида плюс, ну, ему рефрешер не особо нужен, ему нужен фуриона, но из-за того, что тут мишки очень сильные, лучше кидать в мишек. Мишки реально намного сильнее будут. Вообще непонятно, что собирают чуваки. Просто 2400 хп, 500 урона, как бы. Если бы был бы барабан, то у него было бы 0.6 скорость атаки. Это прям было бы, ну извините меня, очень сильно. Да. Я, наверное, все-таки обезоружу скипну вот так. Хочу попробовать Некромикон достать. А его нет. Скип. Палка пришла. Ну, спасибо тебе просто. С этой палкой я сейчас могу поехать. Эх, куда я могу поехать? В Next. Ладно, в Next я не поеду. Здесь у меня бесшансовая победа. Они ничего мне не могут сделать. Чувак эльфов зачем-то расформировал. Вообще непонятно зачем. У него стоят волшебники. А эльфы не стоят. У него баф друидов стоит, он этого даже не осознает. Ему Трентан надо убирать, а он... Зачем? А кто у него... Зачем кирит Гранд Геральда? Я не понимаю. В чем прикол? Это что, новая мета или это реально боты какие-то? Похоже, мне действительно придется немножко рейтинг поднять, прежде чем какие-то ролики выпускать. Потому что, ну, реально какое-то чудо происходит. Так, сюда богов немножечко поставил. Ну, Хана нету, естественно.
Мы его не нашли за фул монетки. Ну, это дефолт. Ну да ладно, не нашел, так не нашел. Чё теперь? Чё теперь? Так, МКБ. Давай. Ладно, мне и цепочка на отхил тоже не нужна. Я просто хочу уже... Так, рефрешер мне нужен. Просто хочу вам показать, как это будет суммоны. Там просто минус 40 в лицо будет пролетать, но насколько это сильно... Я на самом деле не верю в суммоны. Мне кажется, суммоны это просто ук. И разве что вам выпали сразу второго тира барабаны 2 раза. Вот тогда да, может быть еще она поможет как-то. Но на самом деле намного сильнее будет это синергия Киры плюс рыжий лис. Ну, как бы все мы понимаем прекрасно. Почему, зачем она будет сильнее? О. Сколько она суммонил? Минус 40. Минус 35, ладно. Ну, немножечко преувеличил. Ну, немножечко. Мужчины иногда так делают. О, хан. И 2 яйца. А, так это конечное. Все. Все. Поиграли. Поиграли. Дай хоть маны собираю, что ли. Вот так, мана плюс 50. Непонятно, конечно, что этот чувак собирал. Пещереньки там какие-то, орки. Кстати, птичку. Можно было бы 4 бога поставить. Просто вместо зверей. Ну. Давайте посмотрим на этот файт мега. 30 раундов даже не прошло. Насколько же отличается хай ранг от лоу ранга? Пока. Накинь мне хотя бы немножечко побольше. Пешка 4, отлично, все шикарно, просто поднимаюсь. Ребят, кстати, я в своем телеграм-канале писал, что я бросил всем вызов, поэтому... Кто еще не достиг ферзя, играем на скорость. Кто быстрее достигнет ферзя, принимайте мой вызов. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы, ссылки находятся в описании. Всем удачи!